Привет, друзья и гости канала Алга Петербург. Это наша петербургская студия. В эфире Саша Карельский и Ваня Червинский. Салем, достар. Кстати, петербургская студия звучит как-то многообещающе, как будто вот скоро может появиться нью-йоркская студия, например. Может быть, алма-атинская студия. Да, в Мексике бы я тоже не отказался, если была какая-нибудь студия. Пекинская студия. Да, в общем, планы большие. Вот, ну начнем с таких интересных новостей, посвященных нашему любимому артисту. Димаш Кудайберген в своем инстаграм анонсировал и подтвердил свое участие в традиционном ежегодном мероприятии под названием «Песня года». С новыми песнями. Да, и что самое важное, что самое примечательное, это то, что он обещал, что будут новые песни. Это же очень здорово. Это круто вообще, тем более, что если учесть, что столько сюрпризов мы вот за время этого карантина уже ждем, то, наверное, может быть такое, что вот все сразу сюрпризы, они раскроются на песне года? Я думаю, это было бы замечательно. Почему? Потому что чем больше сюрпризов, тем лучше. И самое главное, Вань, это наконец-то мы увидим большой концерт, на котором соберутся все звезды российской эстрады по традиции. Концерт вживую, да? Ну, то есть концерт со зрителями. Да, потому что я знаю, что продаются билеты. Единственное, что сказали, вроде как не в полную ногу будут продаваться билеты, а ограниченное будет дистанция, да? Ну, это правильно, на самом деле. Сейчас такое время, что лучше постараться обезопасить свое здоровье. Поэтому, Вань, кого ты еще хочешь увидеть на песне года, помимо Димаша? Кого ты ждешь? Если честно, все артисты хорошие, и там будет много заслуженных артистов, но для меня, конечно, интереснее всех будет услышать что-то новое от Димаша. Одним словом, событие интересное, музыкальное, поэтому будем ждать как новостей новых, каких-то интересных сообщений об этом мероприятии, так и самого эфира. Будем пристально следить и, конечно, держать вас в курсе событий. Да, кстати, эта вот неделя, Саша, особенная. Ну-ка. И не только потому, что у нас сразу 2 беседы вышло на этой неделе, а еще и потому, что на этой неделе мы отдыхаем от голосования на MTV. Вот, над нами сжалились, наконец, сказали, ну все, ребят, хватит, пора отдохнуть. Да, соответственно, будет время, например, выспаться. Это как один из вариантов досуга. Какие еще вот ты бы предложил? Я боюсь, что многие по инерции не смогут сомкнуть глаз. По старой привычке. Зайдут на телеканал MTV и будут отправлять реквест Димаш. Что мы, конечно, делать не рекомендуем. Да, друзья, обязательно отдохните, потому что нас еще ждут в будущем большие победы, вот, и сложные очень конкурсы. Поэтому, если есть такая возможность, то лучше отдохнуть, посвятить немножко времени своему здоровью. Можно посмотреть какой-то хороший фильм, можно посмотреть какой-нибудь хороший концерт в записи. Да. Например, концерт в Санкт-Петербурге или концерт в Киеве. Ну а если вас все-таки будет мучить, бессонница, то можете пересмотреть хорошие передачи на канале Алга Петербург. Я думал, ты сейчас скажешь, еще один есть концерт очень хороший, про который ты забыл. Онлайн-концерт? Да, который тоже можно пересмотреть. Мне почему-то кажется, что наши друзья уже по нескольку раз его пересмотрели. Но это вот тот самый случай, когда действительно хочется его пересматривать вновь и вновь. И это магия. Да, ну, к счастью, наверное, мы уже скоро прекратим мучить вот первым онлайн-концертом наших зрителей и сделаем следующий, второй онлайн-концерт. Да, мы, кстати, внимательно читаем ваши комментарии, в том числе и где вы предлагаете новых артистов, потому что мы всерьез хотим полностью обновить состав артистов и удивить вас вновь. А идут, Вань, вообще заявки? Идут, и очень много интересных новых артистов нам советуют, с которыми мы уже с некоторыми из них ведем переговоры. И знаешь, что меня удивляет, что у них, вот артистов, которых нам советуют, у них не такая большая аудитория. То есть у них не очень много подписчиков на канале, поэтому, друзья, вот артистов, которые будут выступать, обязательно поддержите и переходите на их каналы и ставьте им лайки,
потому что там очень крутые выступления. Да, действительно нужно поощрять творчество людей, которые вот так вот открыто выражают свои эмоции. И давай сразу тогда поговорим еще про нашего друга Фабио Кассали, у которого как раз на канале, на молодом канале вышла новая песня из репертуара Димаша Кудайбергена. Это народная песня, народная казахская песня «Самалтау». Я тебе больше скажу, мы приготовим, наверное, в ближайшие дни небольшое интервью, еще одно с Фабио Кассали. Я с ним связался, спросил у него, почему он выбрал именно вот песню на казахском языке, потому что казахский язык, он довольно непрост для тех, кто его не знает. Как я завернул. Казахский непрост для тех, кто его не знает. Даже нам до сих пор не все слова даются, мы иногда делаем ошибки непростительные. Поэтому Фабио настоящий красавчик, и в ближайшие дни появится великолепное очередное интервью с ним. Перейдите к нему на канал, посмотрите великолепный кавер, вот, потому что я думаю, что его видео достойно лайка. И можете тоже к нему подписаться. Да, не стесняйтесь, подписывайтесь. Вот, ты раз заговорил про интервью, наверное, нужно поговорить еще одно интервью, которое задержалось, к сожалению. Это интервью с Арманом Давлетяровым, генеральным директором канала Муз-ТВ, одного из самых популярных музыкальных каналов на российском телевидении. Вот. Все ждем с нетерпением, и вот по нашим данным интервью должно произойти 14, точнее его пока покажут на канале Муз-ТВ 14 ноября, это в субботу. Класс. Следующая, да, суббота? Отлично, будем ждать. Но, кстати, я хочу тебе напомнить, что было еще одно интервью, которое уже сейчас можно посмотреть. Это интервью на борту авиалайнера Air Astana. Да, судя по всему, Димаш как раз собрался куда-то лететь в этот момент. А нам на WhatsApp еще прислали сообщение, что теперь на борту Air Astana можно послушать песни Димаша. Причем раньше было всего несколько песен, а сейчас уже более богатый ассортимент. А мы, кстати, видели, да, что там целый плейлист был посвящен этому артисту. Поэтому это очень здорово, что на такой международной компании звучит теперь музыка международного артиста. Все. А я, знаешь, вот за что Air Astana очень люблю? За вкусно покушать? Вкусно покушать тоже было хорошо. Мы когда летели, мы там познакомились с казахским кинематографом. О, да. Фильм «Кудалар» до сих пор. Не только «Кудалар», это такая простая очень комедия, такая легкая, хороший фильм. Кто не смотрел, тоже, конечно, рекомендуем. Но там были и такие чуть-чуть более серьезные фильмы. Вот. И это было настоящее открытие. Вот мы недавно видели корейский фильм, который получил «Оскар». Я думаю, что не за горами тот день, когда казахский фильм тоже получит «Оскар». Я думаю, что все в этом мире возможно. Желаем, во всяком случае, кинематографу Казахстана удачи. Пусть его фильмы смотрят во всем мире, как и песни уже слушают песни Димаша во всем мире. Пользуясь случаем, хочу сказать, что у нас также на этой неделе вышел замечательный сюжет с народным экспертом Людмилой Владимировной Мамызина. Подготовил для вас передачу, и я хочу, чтобы ее посмотрел как можно больше людей, поэтому ссылочку оставлю. Кто еще не видел, обязательно посмотрите. Там она рассказывает про феноменальное исполнение песни Димашем на конкурсе «Сингер». Это песня группы Queen, поэтому смотрите. Друзья, раз Саша начинает рекламу, то минутка рекламы от канала «Эхо Питера». На «Эхо Питера» появится великолепное интервью с профессиональным музыкантом, с выпускником музыкального университета, американцем, который очень хорошо разбирается в музыке. И, кстати, он выступал у нас на онлайн-концерте. Его зовут Джей Кей. Большое интервью с ним на английском языке появится на канале «Эхо Питера», а на «Алга Петербург» появится на русском языке с озвучкой. Так что не пропустите. Это уже будет в ближайшие дни, поэтому следите внимательно. Ну, а я хочу комментарий один интересный прочитать, если ты не против, Вань. Посвящен он, как вот можно распространять творчество Димаша разными способами. Ирина К. пишет. А я вот в русской парной, сидя на полке, рассказываю о Димаше уже который вторник. Почти все коллеги с видниками
прониклись и уже слушают и любят Димаша. Видишь, какая Ирина К. изобретательная. Не теряет время, даже вот когда у нее отдых, все равно старается, чтобы как можно больше людей узнали о Димаше Кудайбергене. Мне кажется, что беседа о музыке и творчестве Димаша Кудайбергена уместна практически в любой ситуации. Да, если согласны, поставьте лайк. У меня тоже комментарий от Таны Тимофеевой. Немного приболела, чуть не проспала. Приснился Ваня Червинский и сказал, что уже надо голосовать. Это к теме нашего голосования. Ага. В общем, Тана отправляла 10-12 реквестов, потом перерыв 10 секунд. В общем, тут еще тактика небольшая от Таны. Уважаемая Тана, ну, если я принес вам пользу и помог голосовать, я вот очень счастлив. Ну что же, отлично. Вот Саша, например, Димаш Канатович снится регулярно. Вот, а если я кому-то приснился, то это тоже для меня большая честь побывать в вашем сне. Друзья, на этом мы хотим сказать вам спасибо за эту беседу и до встречи в следующих выпусках на канале Алга Петербург и Эхо Питера. До скорого. Всем пока!